Привет! Меня зовут Лябин Валерий. Это канал «В путь-дорогу». Я нахожусь в Стамбуле и сегодняшний день посвящаю мечетям. Мы осмотрим Малую Софию, Айя Софию, Голубую мечеть и Сулейманию. О каждой мечети будет отдельное видео, просто для того, чтобы не перегружать вас лишней информацией. Все они очень близко. Малая София, она впереди. Раньше в Византию называлась церковью Сергия и Вакха. Эта мечеть оказалась самой старой, немноголюдной, милой и душевной из мной посещенных. Познакомиться более подробно с ее историей и внутренним и наружным убранством вы можете, нажав подсказку в правом верхнем углу экрана, или просто посмотрев видео о ней на моем канале. Ну что ж, резюмируя посещение Малой Софии, рекомендую всем. А мы двигаем дальше, на центральную площадь Стамбула Султан Ахмед. Большая ее часть расположена на месте старого византийского ипподрома. От него ничего не осталось, кроме вот этой южной его стены. Она радиусная, здесь проходил разворот гоночных колесниц. Она сильно пострадала от времени, и представить, как это выглядело изначально, довольно сложно. Но это все, что сохранилось. 2 минуты, и мы на площади. Центр ипподрома, как тогда, так и центр площади сейчас, украшают 3 сохранившиеся колонны. 2 слова о каждой. Колонна Константина Великого не монолитная, построена из блоков, как пара для египетской колонны, которую только планировалось доставить из Африки и поставить по соседству. Она была обшита бронзой и покрыта позолотой. Металл был ободран после захвата Константинополя крестоносцами и пущен на монеты. Время постройки – начало 300-х годов нашего века. Основанием, на которое установлена колонна, послужил блок от древнего храма языческим богам. Змеиная колонна отлита за почти 500 лет до нашей эры, через год после победы греков над персами в битве при Платеях из щитов персидских воинов. Доставлена в Константинополь, когда он стал столицей Римской империи. Колонну украшала изначально 3 змеиных головы, но все они стали жертвами вандализма. Есть информация, что одну отрубил турецкий султан, а остальные в 1700 году пьяный польский посол. Где 2 головы доподлинно известно, в музеях Стамбула и Лондона, а одна, по всей видимости, в частной коллекции. Эта 3-я колонна как раз та, доставленная из Египта, самый древний артефакт на турецкой земле. Этот обелиск воздвиг Тутмос III в Фивах. Надписи на обелиске прославляют военные походы и завоевания Тутмоса в Месопотамии. Изготовлен из ассуанского розового гранита. Храм в Египте, откуда был выломан обелиск, сохранился до сих пор. Сохранилось и место его первоначальной установки. При доставке треть монумента откололась, так что мы видим 2/3 от первоначального. Центральные же ворота ипподрома украшала квадрига лошадей, которую вывезли после захвата Константинополя крестоносцы и установили ее на соборе Святого Марка в Венеции. Сейчас там копии, а подлинники в музее собора. Сейчас делаю попытку попасть в Голубую мечеть. Буквально через 20 минут она закроется на молитву. Для простых людей вход будет закрыт. Поскольку она сейчас проходит реставрацию и большая ее часть в лесах, я думаю, мне буквально 10 минут хватит поснимать что-то для вас. 2-я мечеть, и я уже понимаю, что в Стамбуле они заграждениями делятся на 2 зоны. От входа для всех зевак и за заборчиком для тех, кто пришел помолиться. Я для себя решил, что почему бы мне не начать заходить за ограждение, ведь Бог един, помолюсь как могу. Вот с собора Святой Софии и начну. Голубая мечеть не впечатлила, не обессудьте. Ну, во-первых, потому что там идет ремонт. Слава Богу, что открыли купол. Посмотреть его можно.
Из интересностей о голубой мечети можно сказать следующее. Обычно османы строили свои мечети после великих побед. Собирали какие-то трофеи, часть выделяли на религию и строили какую-нибудь мечеть. Здесь ситуация обратная. Их, мусульман, разгромили венгры, изгнали их из большей части Европы, и для того, чтобы поднять дух населения своего местного, они построили эту мечеть за средства султана. Султан, ее построивший, построил 6 минаретов. Столько же, сколько в центральной мечети мусульман в Мекке. Это разозлило всех на тот момент мусульман в мире. Султан, испугавшись, построил в Мекке за свой счет 7-й минарет. И это решило данную проблему. Снаружи она прекрасна. Попадая внутрь, вы испытаете разочарование. Не потому, что она некрасивая, просто потому, что сейчас идет ремонт. И ничего интересного вы там не увидите, и атмосферой вы не проникнете. А выводы делайте сами. Подожди. Ай, добрый человек. Спасибо. Айя София или Святая София. Величественный собор. Он потряс князя Владимира. Здесь крестилась княгиня Ольга. Почти 1000 лет храм был православным. Сейчас это мечеть. Нажмите на подсказку и смотрите видео о соборе целиком. Сейчас, заморив червячка, планы такие. Через парк Гюльхане, в переводе с персидского «дом роз», выйти на набережную и по ней на Галатский мост. Парк исторический. К нему справа примыкает территория дворца Топкапы, в которую он раньше и входил. И по парку мог гулять только султан и его приближенные. Но все так простенько в парке, без выпендрежа. Хочу глянуть на готскую колонну. Она немного в стороне, в самой северной части парка. Колонна была возведена в честь побед Константина Великого над готскими племенами. Когда-то колонна была увенчана богиней удачи. Ныне она утрачена. Все газоны, если не жестким забором огорожены, то хотя бы вот такой вот сеткой пластиковой. Отстой. Это она. Готская колонна представляет собой древнейший памятник римской архитектуры, который бесподобно сохранился.
Божественно. Время обеда, и я собираюсь перейти через Галатский мост и поесть балык экмек у Супер Марио, очень известного у русских туристов. Ну, почему-то вот так хочется. Не здесь его поесть, балык экмек, а там, на той стороне моста. Любой общественный туалет либо бесплатный, либо стоит 1 лиру. Это более чем приемлемо. Сори. В общем, в Стамбуле с этим проблем нет. Современный символ Стамбула и магнит для рыбаков – Галатский мост. Сотни рыбаков не просто на нем стоят и ловят, а реально вылавливают большое количество рыбы. Такую рыбалку я уважаю. Всего Галатских мостов было 5. Первый был построен в 1800 каком-то году, а последний совсем недавно. Проход по первым был платный. Сейчас, что радует, нет. Первый его ярус для проезда и прохода. Причем проход очень широкий. Идешь как по проспекту. А второй, нижний, сплошь рыбные кафешки и рестораны. Виды на обе стороны бухты Золотой Рог никого не оставят равнодушным. Ух ты! Наблюдая этот небольшой рынок свежей рыбы, мне не радостно. Почему в Стамбуле я легко могу себе позволить есть ее вдоволь, а дома по праздникам? Где наши рыболовы, где наши торговцы, где нормальные цены? Много вопросов. Ну, вру, конечно. Свежая рыбка радует. Говорят, сам Супер Марио то ли помер, то ли при смерти. Но главное дело его живет. Его смена не уронила высокого звания изготовителей лучшего балык экмека в Стамбуле. Но это я уже забегаю вперед. Балык экмек у Супер Марио. Мое мнение. Специально сюда шел. Кто говорит, что это на любителя, не прав. Очень вкусно. Не заказать бы второй. Угу. Всем рекомендую здесь, в Стамбуле, пить гранатовый сок. Это очень недорого, если считать, что он свежевыжатый. Это просто бомбический вкус. Вот это без оговорок. Пейте, пожалуйста. Возвращаясь через бухту Золотой Рог по другому мосту, Ататюрка.
он же метромост. Зеленая ветка метро имеет здесь станцию, прямо посередине моста. А за мостом-то прям какое-то гетто. После увиденного так и хочется сказать: Стамбул — город контрастов. А лазю я по этим задворкам, потому что есть цель — мечеть Сулеймания. Сзади меня Сулеймания. Эта мечеть построена Сулейманом Великолепным. Даже если вы не любитель культовых сооружений, посетить это место крайне желательно. Здесь отличная видовая площадка, небольшая ухоженная парковая зона. Сама мечеть произвела на меня впечатление своими размерами, воздушностью. В куполе и стенах огромное количество витражей и просто окон. И атмосфера великолепная. Подсказку на полное видео об этой мечети вы видите в углу. К мечети примыкает кладбище для выдающихся людей Турции. На его территории расположены склепы, где покоится сам Сулейман Великолепный, его родственники и жена. Это место обязательно к посещению, мое мнение. Можно совместить с Гранд-базаром, но рассчитывайте время. Уже делаю вторую попытку посетить его вечером, и оба раза не смог попасть. Он очень рано закрывается. Колонна Константина на площади Чемберлитаж открыта в день основания Константинополя. Выполнена из розового порфира. А я баньки. Сегодня последний полноценный день, который мы проведем в Стамбуле. А я еще ни разу не ступал на его азиатскую часть. Сделаю это сегодня. Во-первых, это интересно — побродить по Азии. А во-вторых, я хочу точно рассчитать, сколько времени займет мое перемещение до аэропорта Сабиха Гекчен. Посмотреть, где расположена остановка, познакомить вас с расписанием автобусов до аэропорта и узнать стоимость проезда. Я лечу на Победе до Москвы, а насколько я осведомлен, эта авиакомпания летает именно из этого аэропорта. Так что завтра рано утром придется этот сегодняшний маршрут повторить.
На обратном пути рассчитываю все же посетить египетский и Гранд-базары. Такая программа минимум на сегодня. Вот, буквально здесь остановка всего общественного транспорта, который идет в аэропорт. Я для себя принял решение. Если не будет никаких геморроев и приеду я сюда, в Кадыкёй, вовремя, то уеду на обычном автобусе Е11. Он идет по кратчайшему маршруту с минимальным количеством остановок. А если будут какие-то заморочки, и я буду чувствовать, что я не успеваю, тогда воспользуюсь хаваистом за 28 турецких лир. Ну, специально буду держать, вот у нас двое, 56 турецких лир про запас. Потому что оплата в этих автобусах только кэшем. Азиатская часть более современная. Уютнее я себя чувствую в европейской. Но внимания она, конечно, заслуживает. Хоть и не основного. Если вы решите избавиться от кошки, увезите ее в Стамбул. Это для кошек как попасть в рай. Тепло, все ухаживают, кормят. Кошки – это фетиш стамбульцев. Их здесь огромное множество. Отмечаем отъезд небольшими возлияниями красного сухого вина, которые купили в Мигросе. Там лучшие цены. Были на расслабоне, так что это отразилось немного на моей дикции. Прошу меня простить. В азиатской части все дешево. Зашли в кафе попить кому что нравится. Мой друг любит кофе, я люблю чай. Вот турецкая такая чашечка. И заказали эклеры. 3 разных эклера в двойном исполнении. Но нам принесли 8 разных эклеров. Будем пробовать цены. Как минимум 1,5 раза дешевле, чем в европейский. Вы можете всегда сюда приехать, побродить, осуществить шопинг, покушать. И это оправдает дорогу и сюда, и обратно. Это факт. Обычно делают устрицы с рисом и поливают его лимоном. Мы здесь, в азиатской части, взяли устрицы, не устрицы, а мидии, мидии, без всякого риса, без всякого гарнира, чисто на палочке. И это гораздо эстетичнее и вкуснее. Ну, нету риса, просто чистое мясо. Я сейчас пробую, вам говорю, как это. Ну, вкусно. И порция стоит 32 турецкие лиры на человека. Это вот порция из 4 таких палочек, 12 мидий. Вполне себе так перекусить. Не наесться, а перекусить. Я вернулся в старую, европейскую часть Стамбула. Недалеко от пристани Эминюню расположен
второй по площади рынок, египетский. Первый – Гранд-базар. Это следующая точка, куда я направлюсь. Окей. Красиво. Мне понравилось здесь прогуляться, как по музею. Что-то покупать я бы не стал. Цены выше намного. Я так подозреваю, что покупки здесь совершают люди, которые либо не считают деньги, либо те, кто до этого не делал попытки прицениться. Ценники в основном отсутствуют. Это тоже плохой знак. Ассортимент бесконечно повторяется. Продавцы задергали. От выхода буквально 2-3 улочки до Гранд-базара. Вот здесь, на этих улочках, торговля течет бойко. Цены адекватные. Но большую выгоду вы получите, как я уже говорил, в азиатской части Стамбула. Торговаться обязательно. Купил вещь, за которую просили 250 лир за 150. Может, это не предел торговли, но цена меня устроила. Еще для чего можно посетить окрестности Гранд-базара, это поменять валюту. Рубли в том числе. Курсы в здешних обменниках самые лучшие. Гранд-базар на реконструкции, я так понял. Той красоты, что я ожидал увидеть, нет и в помине. В основном тусуются продавцы. Торговли нет. Ни разу не остановился. Сразу возникло желание побыстрее выбраться из этих катакомб. Хотя я и не страдаю клаустрофобией. Гранд-базар отстой. Отдохнув в гостинице и начав проверять документы, с ужасом обнаружил, что вылетаю не с того аэропорта, к которому готовился, Сабиха Гекчен, а из нового. Победа из него тоже летает. Побежал уже поздно вечером до площади Баязид и все разузнал об экспресс-автобусе до аэропорта. Благо площадь эта в 15 минутах от гостиницы. Завтра дальняя дорога.
Экспрессы в аэропорт из центра Стамбула отходят от площади Баязид. Номер этого автобуса 12. На заднем плане вот стоят две штучки. Подходите на остановку, она обозначена вот таким вот значком, и ждете. Расплатиться за проезд можно кэшем, кредитной картой. Единственное, что не подходит, это Istanbul-карт. Она на этих маршрутах из аэропорта экспрессах не действует. Я говорю о маршрутах в новый аэропорт Стамбула, который обозначается на билетах тремя заглавными буквами И, С и Т. Ехал автобус Хава-Ист до стамбульского аэропорта час 5, час 10. И это прям большая трагедия. Потому что приехал я в аэропорт аж за 4 часа до вылета. Сейчас буду как-то убивать время. Изумительная экспозиция. Я аж присел, как хороша. В момент выхода этого видео уже идет длительное время конфликт с Украиной. Я в этом конфликте за себя. И понимаю, что жить я буду хуже. Как поет Шнур, как же хорошо мы плохо жили. С моей последней поездки за границу, в Китай, в декабре 2019 года, прошло более 2 лет. И это была всего лишь пандемия. А сейчас я вообще не представляю, когда может случиться следующая поездка. Одно знаю, путешествовать я не прекращу и видео выкладывать не перестану. Если забанит YouTube, мои одноименные каналы есть в Дзене и на Рутубе. Подписывайтесь, комментируйте. С вами был Лябин Валерий. Мир вашему дому. А победа, как всегда, строга и пунктуальна.